Друзья, всем привет! Сегодня у нас речь пойдет об инструменте, который есть у каждого мастера, и работе с ним, о молотке. И вот первая ситуация. Необходимо бить небольшие гвоздики, и само собой иногда приходится по ним промахиваться, но зато попадать по пальцам, что не очень приятно, согласитесь. Так вот, предлагаю немного доработать простой молоток для удобства работы в таких случаях. Для этого делаем разметку на молотке, фиксируем и болгаркой делаем надпил по разметке. Далее у края распила сначала накерниваем, а затем сверлим неглубокое отверстие. Затем берем маленький неодимовый магнитик и вклеиваем его в это отверстие. Сверлим такое же отверстие в середине прорези и также вклеиваем туда магнитик. Получился вот такой молоток с магнитным держателем гвоздя. Если что, есть такие заводские варианты, но можно просто и быстро сделать самому. Теперь пальцы будут целы, и если нужно будет наживить гвоздь высоко над собой, то можно пользоваться таким молотком. А если нужен такой держатель на пару гвоздей, то можно сделать еще проще. Просто взять двухсторонний скотч, который приклеиваем к бойку молотка. Затем к этому скотчу приклеиваем гвоздик, и вот можно его наживить на вытянутой руке. Только не говорите, зачем я забил гвоздь в пеноблочную стену. Это я показал лишь для примера. Но продолжим работу с нашим молотком с магнитным держателем. Предлагаю добавить еще одну полезную фишку. Для этого понадобится вот такой неодимовый магнит с отверстием, который вкручиваем в торец ручки. Если такого магнита нет, то можно взять обычный и приклеить его, а не прикрутить. Теперь можно намагнитить несколько гвоздей и освободить руку. И вот у нас получился прокачанный молоток. Бывает такое, что надо забить гвоздь и не повредить поверхность. Но не всегда это получается, и на финишном материале получаются вот такие вмятинки. Так вот, чтобы этого избежать, можно просто наклеить на место прибивания гвоздя несколько слоев малярного скотча. Это смягчит удар, и на поверхности финишного материала не будет ненужных вмятин от молотка. Нашел я вот такой молоток у товарища, им он уже не пользовался, потому что ручка уж сильно ушатана, и как видим, тут пытались что-то сделать и накрутили в торец кучу саморезов, но он все равно слетал. Поэтому я предложил его восстановить и заменить ручку, а также насадить ее так, чтобы она не слетала. Причем я не буду использовать никаких клиньев. Смотрите за процессом и увидите, что получилось. Для начала выкручиваем все саморезы и снимаем молоток с ручки. Далее постараюсь его максимально очистить от ржавчины. Внутри попробовал вычистить гравером, а затем шкуркой. Ну а снаружи это делается очень просто. Болгаркой с лепестковым диском. Далее необходимо примерить ручку. Так как она толще входного отверстия в молотке, ее надо немного сточить у края. Для этого я использовал ту же болгарку, прикрепленную к столу с помощью струбцины. После этого берем обыкновенную резиновую перчатку и отрезаем кусок. Далее наматываем этот кусок резины на ручку в несколько слоев. Чтобы ручка легче входила в молоток, смазываем ее обычным мылом. Мыло быстро высыхает и перестает скользить, что не скажешь о, например, солидоле или масле. Ах да, чуть не забыл. Другой конец молотка необходимо хорошо стянуть хомутом, чтобы при забивании ручка не потрескалась. Хомуты у меня маловаты, поэтому сделал из двух маленьких, а один большой. Далее забил молоток на ручку до упора.
Срезаю лишнюю резину с ручки. Торчащую часть ручки спиливаю и зачищаю наждачкой. Теперь нужно определить длину ручки. Обычно ее измеряют так. Берут молоток в руку и кладут на предплечье. Затем сгибают руку, и край ручки должен упереться в сгиб в локте. Как видим, ручка длинновата. Но как понять, сколько нужно отпилить? Замеры таким способом сложно провести. Поэтому я обычно пользуюсь другим способом. Берем ручку в руки и раздвигаем большие пальцы, как на видео. Край хвата как раз и будет искомый размер, который легко отметить и отпилить лишнее. Чтобы ручка меньше скользила в руках, я решил ее немного обжечь. Затем взял железную щетку и немного забрушировал ручку. Далее осталось придать вид молотку. Для этого я обклеил неокрашиваемые места малярной лентой и покрасил все в черный матовый цвет. После высыхания краски на молотке прошелся по ручке маслом. Друзья, вот такой молоточек получился. Ручка, кстати, отпилена как раз нужной длины. А на этом на сегодня все. Если вам понравилось такое видео, то ставьте лайки и пишите свои комментарии. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!